Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Второй прогноз. Что скоро, что неожиданно, давайте с вами узнаем. Цыганский старинный пасьянс, что произойдет в ближайшее время, в ближайшем будущем. Возьмем с вами ориентир 2-3 недели, оттолкнемся от этого. Вот давайте узнаем первое на картах пасьянса, что будет с этим связано, или может быть, это персона какая-то, да, вот карты пасьянса нам именно про события больше говорят. Потом мы дополним на колоде Таро. Хочется сказать, что у нас период ретро-урана. Ретро – это всегда что-то хорошо знакомое или забытое, такое тоже я допускаю. Пространство нам дает возможность либо что-то видоизменить, может быть, это необходимо, переписать, если это касается документов. Может быть, это и связано с человеком. Расставить все по местам, да, или расставить все точки над «и». Вот с чем это может быть связано? Давайте тоже с вами узнаем. И этот период, он не только ноябрь, это еще и декабрь, и даже январь. Но мы возьмем короткую дистанцию, что именно в ближайшее время, чем вам доведется заниматься или принимать решения. А я вас хочу пригласить на свой сайт. Оставлю ссылки в описании под видео. Вы даже с главной страницы моего сайта уже можете выбрать или через меню, или то, что на странице, те статьи к прочтению, которые вам наиболее интересны. Там есть и гороскопы, есть и статьи по психологии. Переходите, читайте, подсказок будет больше. Итак, смотрим. Смотрю я, смотрите и вы. Пока не вижу совпадений. Идем дальше. Что-то вам не нравится. Либо нож – это ссора. Но мы посмотрим, какие там еще потом совпадут значения. Но вот раз первое значение именно ссора – это не новое что-то. Смотрите, закрытый путь к ссоре. Это вы с кем-то будете либо мириться, либо ну, какие-то контакты, как заново отстраивать. И мы сказали ретро, да, ретро-уран. Ну, значит, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Есть люди в нашей жизни, которых мы не можем отменить. Коллеги, соседи, родственники, близкие. Нравятся они нам, не нравятся. Порой полярные у нас взгляды на жизнь. Но, тем не менее, исключить мы этих людей не можем, правда? То есть есть даже вне зависимости от наших желаний очень часто те вопросы, которые нам приходится согласовывать банально. Вот у вас, да, первое значение ссора, может быть, все равно вот где-то вот это несогласие, какое-то, знаете, противоречие, оно будет сказываться, безусловно. Но вам сейчас пространство помогает поставить точку, закопать топор войны. Или вот какой-то гордиев узел распутать. А если не распутать, то, по крайней мере, вот мы говорим, что мы не можем изменить. Людское мнение – раз, и обстоятельства – это два. Но тогда мы просто принимаем. Ну, хорошо, человек вот такой, какой он есть. Мы его не изменим. А обстоятельства, ну, тут себя скорее нам приходится корректировать, да. Где-то и подстраиваться. Чарльз Дарвин как говорил? Выживает не самый сильнейший, а тот, кто умеет приспособиться. Вот смотрите, тут какая-то неожиданная новость. Здесь как, ну, может быть, и неожиданная встреча, но чаще всего это то, что приходит извне, колокол. Может быть, это сама по себе информация, и я допускаю в средствах массовой информации. Это не то, что мы инициировали, но это то, с чем мы столкнулись, и нам нужно правильно провзаимодействовать. Вот есть какая-то ситуация, когда вам тут какую-то историю словно разрулить придется. Ну, давайте посмотрим, что нам еще скажут. А между тем спокойное течение жизни. Правда, мои дорогие скорпионы, что-то вы тут по местам расставляете. Вы, по крайней мере, определяетесь в своем благополучии. Вот, кстати, очень хорошее, когда голубь выпадает, да, вот это изображение, символ. Это когда можно сказать, вот даже если все, знаете, перевернулось с ног на голову, или, я говорю, хоть камни с неба, а все равно все закончится хорошо. Но какая-то метаморфоза может быть. И это, мои дорогие, это не с вами связано.
Это может быть связано даже с человеком. Но вы люди мудрые, вы люди сильные. Примите во внимание, что ретро-уран каждый переживает как-то по-своему. И люди вот в этот период, они у нас будут заниматься в основном, мы все, своим благополучием. Вот эта карта значения благополучия. И также каждый как будто смотрит в свою кубышку и дудит свою туду. Понимаете? И не каждый человек способен быть гибким, вот что хочется сказать. И поэтому вы можете столкнуться как и с разрозненной информацией, но самое главное, вы можете, так и хочется сказать, с чьими-то психами столкнуться. Вот лучше не скажешь. Пусть это немножко так, это сленг, но я думаю, кто смотрит мои видео давно, уже привыкли. Но зато понятно, правда? Это вот действительно вот какое-то эмоциональные особенности человека или его психики, его восприятия. Вот вы можете с этим столкнуться, вас это может злить, вам это может надоесть. Захочется вот этот, да, амбарный замок повесить так, чтобы и не видеть, и не слышать, и вот спокойно жить. Но вот видите как, у вас-то вот для вас благополучие, спокойное течение жизни, а кому-то не имется. Вот есть такая фраза, правда? И вам все равно какой-то баланс там надо установить, чтобы, может быть, конкретная персона или конкретное дело вам не мешало жить. Установить какой-то нейтралитет или через этот нейтралитет закрыть путь. Может быть, это вам нужно понимать, кто чего достоин. Змея. Змея, хитрость, обман. Мы это всегда знаем. Но у нас сейчас и год змеи. Еще пока. И мы знаем, змея, она наблюдательна. Она хитрая буквально. И вам где-то тоже значение рекомендуют включить змеиный режим. Ну, это, наверное, все то, что я уже сказала, это просто необходимо, потому что так вы себя сохраняете. Какой смысл спорить или что-то доказывать тому человеку, если он, вот мы говорим, твердолобый, да, или он находится в рамках какого-то своего восприятия. Ну, его жизнь будет поправлять. Но мы не должны никого воспитывать, за исключением наших маленьких детей, да, ну, там, конечно, мы воспитываем. А уже когда личность сложилась, но это не наша задача. Наша же задача, наверное, чтобы нам ничего не мешало. И вот вы как раз какой-то очень хитрый маневр как будто должны совершить во благо самого себя. Или самой себя, мои дорогие девочки. Вы люди очень интуитивные. Вы умеете видеть то, что скрыто. Вы можете это чувствовать. И я, кстати, могу допустить, что вам даже как будто судьба, Вселенная возвращает ту историю как раз со знаком минус, которая точно вам, ну, она не нова. Но, может быть, это через человека или через, а может быть, через документ. Вот вам нужно с этим столкнуться для того, чтобы расставить, правда, все по местам. Потому как следом, как будто, да, вот словно решаете, закрываете, да, вот ссором, каким-то недопониманием, а потом вы себе скажете спасибо, потому что жизнь переходит как в более спокойное русло. Я не говорю, что мы расслабимся. И где-то, может быть, нам карты пасьянса говорят... Вообще странно, честно говоря, потому что планетарно, это я уже не про карты, для вас очень доброе время. Но это может быть в ноябре и знаковое время, особенно для вас. Вот смотрите, Лилит в вашем знаке, мы знаем, что Лилит, ну хотя больше такой образ, как бунтаря, да. Но вот у меня, кстати, на моем сайте есть статья «Лилит в Скорпионе» до 20 декабря, по-моему. Ну, могу ошибаться, но, по-моему, до 20 декабря. То есть это не только на ноябрь. Но, по сути-то ведь, да, это несогласие, безусловно, проходит по Лилит, но это обостряется наша интуиция. Или когда мы долгое время, ну, такую политику соглашательства вели, лишь бы было тихо, или мы сами не хотели, чтобы какой-то был конфликт, да, или в то же время нам-то это надоело. У нас-то ведь на это уходит какая-то внутренняя сила, потому что мы об этом думаем. Мы не можем себе запретить думать. Поэтому на работе может быть конфликт, а додумываем мы дома. В целом это напряжение, оно не во благо. Вот это напряжение, мои дорогие, оно должно уйти. И оно уйдет, когда этот конфликт будет закончен. Ну вот у кого-то может быть и по работе, а у кого-то это будет
связано и с личной жизнью. Ну, смотрите, мои дорогие, правда, у вас добрый период времени. И Солнце, кстати, еще пока, вот пока я делаю этот расклад, Солнце в вашем знаке. 20 ноября – это будет та дата, когда вы, кто-то из вас может почувствовать, словно перешагнули порог между прошлым и будущим. Вот, кстати, такое тоже допускаю. Значит, какие-то выводы вам придется делать однозначно, но учиться себя сохранять по-новому. И колчан со стрелами – полное исполнение желаний. Есть просто исполнение, да, это корабль, не, он у вас не совпал, но у вас зато полное. Ну, насколько полное, я не утверждаю, мы все разные, правда, но, по крайней мере, так прописано в этом пасьянсе. Ладно, смотрим, что мы еще можем сложить по вертикали, по горизонтали в крайних рядах. Солнце, мои дорогие. Выбор правильного направления. Вот есть, значит, какие-то вопросы, в которых вам надо поставить точку. Или вот как закрыть в прошлое дверь, правда. И как внешние силы, высшие силы вам помогают. И я, по крайней мере, вижу так. Планетарно это тоже так. Прочитайте статьи на моем сайте. Там у меня есть и как по датам, да, я соединила, попыталась планетарные транзиты и нумерологию. И, может быть, для кого-то это тоже будет подсказкой. И пока я с вами разговариваю, мои дорогие, и я вас люблю, это правда. Я люблю Скорпиона за вашу, знаете, честность. Мне нравится, что вы надежные люди. Мне нравится, что никогда не кипишит, не паникует Скорпион. Он берет и делает. У меня и в жизни личной так сложилось, мне еще и по работе просто вообще много было скорпионов. Но это такая лирика, отступление, пока я просматриваю, что мы можем еще соединить. Но это правда, много положительных качеств. Ладно, так что же там скоро и неожиданно? Давайте узнаем. Тысяча ситуаций, наверное, когда скорпионы всегда на высоте. Это про работу. Много врачей, мои дорогие, многих хирургов, много реаниматологов, те, которые, ну, просто ваши, это точно. Ладно, что там скоро и неожиданно? Я не пою дифирамбы, это практика. Что прояснится, мои дорогие? Третья карта. Что вы оставили в прошлом, а это вернется, вот такое дежавю. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Что ж там скоро и неожиданно. Ну вот пора всплывать уже. Хватит сидеть на этом дне, да. Хватит молиться, ваше время пришло. Страшный суд, избавление от боли, избавление от страданий. Кстати, старший аркан. Какая-то история подходит к концу. Все, завершение. Не повторяюсь, я уже об этом много сказала. С чем это связано? Хотя бы выбор какой-то будет у вас, который нужно сделать сердцем, интуицией, по сути дела. Потому как, конечно, надо учитывать какую-то внешнюю обстановку, но это что-то однозначное. Мы не пойдем направо и налево одновременно. Ваша мудрость. Правда, в этой карте, смотрите, с этой мудростью не соскочить, знаете, как в ненужную философию. Как будто два ворона, а это символ мудрости, пытаются сорвать повязку с глаз девушки, а она не видит ничто вокруг. И у воронов это не получается сделать, поэтому они путают как будто ее волосы. И кажется, что мы как будто запутались. Вот именно паутина какая-то мыслей. Вот тут надо открыть глаза и хорошенько понимать. С одной стороны, быть честным самим собой и мудрым. Куда вы не хотите идти? Чем вы не хотите заниматься? Вот именно с частицей «не» себе позадавать вопросы, и тогда, поверьте, так в жизни и бывает, того, что вы хотите, а может быть даже на бумаге прописать, чего я не хочу. Вот взять и составить себе банально список. Вот поверьте, наши мысли, они как будто стройными рядами. Нам тогда понятно, чего мы хотим. Потому что часто мы «было бы неплохо», вот мы так рассуждаем, да? А вот когда мы говорим, чего мы не хотим, вот тут точно мы всегда четко пишем. Может быть, от этой четкости с частицей «не»
И без этой частицы, чего же вы хотите на самом деле, вам вот эту дистанцию противоположную легче будет продумать или решить какой-то вопрос. Тут откровенность с самим собой и обстоятельства нужно учитывать, мои дорогие. Так с чем это еще связано, что скоро и неожиданно опять нам про конфликт? Пятерка мечей, пирова победа. И это, правда, пирова победа, когда вы и еще один оппонент, как, может быть, поссорились, или был конфликт, была конфронтация, и разошлись, как в море корабли. Причем каждый ушел со своим мнением. И, может быть, наступает тот период, когда нам пространство возвращает отчасти или с течением обстоятельств заново сводит двух людей, чтобы они, наконец, разобрались между собой. Потому как все равно это, мы говорим, гложет, да, или это не дает покоя, или это где-то в вашей душе пришло все расставить по местам время. С чем это связано? Ну вот в будущее нужно как-то идти, чувствуя себя совершенно свободным человеком. Может быть, от какого-то бремени, от каких-то ненужных пут или уз, или каких-то обязательств. Вам настало время освободиться. Вот все три карты продолжают тему того, что я сказала, и страшный суд. Ваше время пришло, мои дорогие. Тут уже на пороге будущее. Но наверное, так устроена Вселенная, пока мы какой-то экзамен жизни не сдадим окончательно, нам будет историю эту повторять снова и снова. Вот у вас должно что-то раз и навсегда закончиться. И, кстати, для того, чтобы это закончилось или прояснилось, вы можете, к примеру, случайно, да, вот его величество случай может быть такое, вы случайно встречаете какого-то человека, или как-то вас сводит судьба, может быть, звонок, или какой-то документ, или какие-то нерешенные вопросы, может быть, это прежняя какая-то история даже по личной жизни, да, ну, к примеру, остались дети, а брак уже распался, а дети остались, детки должны расти. И пока они не вырастут, ну, даже и вырастут, взаимоотношения продолжить. Но пусть вы даже не хотите начинать какой-то диалог, но есть то, что как третьи силы, то, что сильнее вас, и вам вот тоже в этом, может быть, надо разобраться. Вам самим будет легче идти в это будущее. Точно, аркан справедливости, но это что прояснится? А тут по закону что-то должно проясниться. Может быть, это остались действительно какие-то важные документы, которые нужно пересмотреть. Ретро-уран всегда у нас с приставкой «пере». То есть контракты, может быть, брачные контракты перезаключить. Контракты по работе переделать, перезаключить. Какие-то важные бумаги опять же, переделать, перезаключить. Вот что-то прояснится у вас с позиции закона или документа, или каких-то обязательств, потому что всегда по справедливости, вот как справедливость должна восторжествовать. Конечно, это карта кармы, причины и следствия. И поэтому карта однозначно говорит, если вы что-то сделали прежде хорошо, то пространство, пусть даже через помощь других людей, оно вам возвращает эту возможность. Но если была какая-то заминка, словно заноза, может быть, и мы в чем-то ошиблись, пространство на доработку нам тоже возвращает. Но когда выпадает этот аркан, тут явно присутствуют либо какие-то документы, бумаги, ну или какая-то тема, которая есть все-таки в реальной жизни. Так что это прояснится. Ух ты, любовь. Или примирение, кстати, подарки. Может быть, это вы будете кому-то подарок делать. Как будто возвращается тот, кто ушел. Может быть, это так, знаете, даже был, допустим, брак, у кого-то были отношения в паре. Ну, просто даже, я уже не о детях. По каким-то причинам вы расстались. А теперь, через какое-то время, и тут, кстати, большой может быть срок, мои дорогие. И ретро-уран в знаке Телец, как раз он и возвернулся как будто в Телец для того, чтобы помочь знакам стихии Земли и воды правильно как-то обустроить свою жизнь. Поэтому это может вы знак воды, Скорпион. И не случайно какая-то история, это точно. Тут как будто, смотрите, подарок, любовь, эмпатия как минимум и хорошее настроение.
И именно по части того, что было завершено. Ну, правда, у вас какой-то выбор будет сложный. Но путаница, ведь это еще и путаница, она должна быть устранена. Это все то, что я говорила. И опять же, любая тройка– это карта будущего. Но это не то будущее, в которое мы уже как бы запрыгнули. Нет, это мы на пороге. Мы сегодня что-то обустраиваем, день сегодняшний, чтобы вот как раз уже завтра было для нас что-то определено. У кого-то из вас, правда, прежняя история отношений, но вопросы по работе, по документам или что-то такое, которое даже граничит с финансами. Может быть, это как новый способ заработка, может быть, это какие-то были прежде партнерские отношения по части вашего бизнеса, личного дела. Ну, вот такое что-то может быть. А у кого-то это связано с домом. Вот такие вопросы тоже могут быть. Поэтому перекладывайте на себя. Так что в чем вы поставили точку, а это случится? Ну вот были какие-то иллюзии, да? Мы о ком-то думали, а может быть, мы долгое время кого-то ждали, может быть и так, но реальность, она все равно берет свое. Это мы раньше могли где-то замечтаться, и у нас в правом верхнем углу поросенок с крыльями, ну, чаша стоит, нам кажется, она полная. На самом деле, потом, спустя время мы понимаем, свиньи не летают, и то, что нас наполняло какими-то эмоциями, да, это вообще ни к чему не относится. Попажу чаш, как будто через, может быть, буквально какой-то человек к вам возвращается, но, может быть, и вы, через информацию. Вы, имеется в виду, тоже, может быть, вы кому-то звоните, общаетесь, или даже пишете в мессенджерах, или на email. Почему нет? Но здесь пажи– это новость всегда, да, или какая-то информация. Может быть, и неожиданные какие-то встречи, вот правда, возвращают вам человека. Точно. История любви. И ведь это тоже карта выбора. У вас, смотрите, сложный выбор, мои дорогие. Двойка мечей, дуальность, да? Здесь не дуальность, а здесь просто путаница, конфуз. И снова, уже старшим арканом, влюбленные нам говорят, сепарация только иллюзия. Я тут вижу какую-то историю к продолжению. По крайней мере, я не утверждаю, что это на далекий срок, у каждого по-своему. Но это старший аркан. Правда, тут какие-то контакты, связи, они будут продолжены. И к вам могут обратиться за помощью, будьте к этому готовы, потому что у кого-то из знакомых людей создастся, может, патовая ситуация, когда он не знает, что делать. Вот это как раз о вас. Скорпион, он не мечется, он берет и делает. Это сильное качество скорпионов. И вот четверка чаш, с чем это связано, если мы спрашиваем, это у какого-то человека вот такой полный застой. И могут обратиться, ну, где-то воздействуя на ваши чувства, а в основе, может быть, лежит, к примеру, материальная проблема. Ну, вот я такое допускаю. А что это вообще такое? Материальная проблема. Кому-то нужна ваша помощь, мои дорогие. Но тут я вижу, все-таки есть взаимодействие. Может быть, знаете, те отношения, когда вам следует, правда, их пересмотреть, и неважно, у кого-то в личной жизни, давайте так вот итог подведем. У кого-то в личной жизни, у кого-то ситуация, когда друг другу, точнее, полезны, и есть интерес. Интерес с вашей стороны, интерес со стороны другого человека. И, может быть, даже когда-то это начиналась любовная история. Почему нет? Так тоже, метаморфозы в жизни разные бывают. Но здесь вот как будто не вы встречаетесь, или не вы как бы захотели просто. Да нет, шестерка пентаклей, тут как звезды сошлись, мои дорогие. Вполне вероятно, тут вот надо вам тоже продолжать, потому что или что-то пересмотреть. Для вас это имеет или интерес, или какой-то смысл. Совет. Деньги. Но это вам деньги. Тут какие-то контакты, когда вам действительно какая-то персона может быть полезна. Или когда заинтересованность, когда, знаете, вы можете осуществить какой-то свой такой широкомасштабный проект, и вам это принесет большие деньги.
Возможно, это для кого-то из вас будет иметь перспективу финансовую на далекий срок или на какую-то дистанцию, мои дорогие. И я такое тоже могу ну, как бы предположить. Но по девятке чаш у нас иногда карта эгоиста. Ну, я ее, по крайней мере, так называю. Почему? А потому что это то состояние, когда у нас все есть, нам ничего не надо. Нам сейчас и так хорошо. Поэтому о себе забыть ни в коем случае нельзя. Но, карта ведь дает совет, ты где-то не будь преднастроен. Ты все-таки больше рассматривай какие-то варианты, потому что как в гордом одиночестве остаться никак нельзя. Вот может быть, где-то, знаете, есть такая поговорка, не самая, может быть, красивая, позади кинь, впереди найдешь. Ну вот что-то подобное. Вот тут как раз и получается, что вам кто-то возвращается, и, может быть, вы сейчас вообще не видите смысла в этом. Или вы уже в чем то поставили точку. А тем не менее, ну, какие-то контакты для вас тоже могут быть полезны. Но, по крайней мере, карта еще говорит: сохраняй финансы, дорогой Скорпион. Потому что девятка — это у нас всегда число перемен. Перемены уже на пороге, что-то вот-вот будет меняться. И ты себе скажешь спасибо. Поэтому тут себя в какой-то финансовый ноль ввести никак нельзя. А вот как раз решить некоторые финансовые вопросы — доброе время. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые скорпионы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. У скорпионов всегда комментарии искренние. И оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.